Здравствуйте, коллеги, любители хорошего текстиля. Сегодня мы поговорим о такой интересной и изысканной ткани, которая называется батист. При слове батист первая ассоциация, которая возникает у меня из детства, это фильм «Три мушкетера», сцена о батистовом платочке, который поднимает Д'Артаньян. «Вот ваш платок, сударь», — говорит он, — «вам, вероятно, жаль было бы его потерять», — говорит он Арамису. «Вы ошибаетесь», — произносит Арамис, — «платок этот вовсе не принадлежит мне». Конечно же, платок не принадлежал Арамису. Он, как он говорил, принадлежит моей кузине Белошвейке, но какой-то простой Белошвейке, Белошвейка — это человек, который шил и вышивал, не мог в те годы принадлежать батистовый платочек, потому что это было признаком роскоши, и могли им владеть только аристократы или очень богатые люди. Платочек этот принадлежал любовнице Арамиса, графине Мари де Шаврёс. Это была главная интриганка Версаля, подруга Анны Австрийской, которая участвовала в множестве заговоров. И если вам будет интересно, почитайте. Фигура достаточно интересная. Заткнет за пояс других интриганок, последующих, таких как, не знаю, Мата Хари или Миледи из одноименного романа. Итак, что же такое батист? Батист — это тонкая, полупрозрачная ткань, сначала льняная, потом хлопчатобумажная, сейчас он может быть и шелковая, полотняного переплетения, и она вырабатывается из самой тонкой пряжи. Вот посмотрите, у меня есть образец батиста французского, вот такая вот легенькая ткань, очень ровная, очень тонкая, плотность у нее средняя, не очень плотная, но и не совсем редкая, но больше относится к такой не совсем плотной ткани. Итак, откуда же появился батист? Он пришел к нам из Индии, ну не к нам, а в первую очередь в Европу, во Францию, откуда привозили небольшими партиями батистовые льняные ткани. Они заказывались знатными дамами и были как бы символом принадлежности к высшему свету. Пользовались очень большой популярностью для создания свадебных нарядов, платьев, платочков и многого другого. И, конечно же, производители европейские заинтересовались, а можем ли мы это создать сами. И первым придумал, разобрал эту ткань до ниточки и посмотрел технологию изготовления, был Жан-Батист Шамри из города Камбре во Франции. Произошло это в XIII веке, у него была семейная мануфактура, и он понял, что в принципе такой батист он может делать и сам во Фландрии, и только не из льна, и не из льна, а он начал делать его из хлопка. Таким образом, за тканью закрепилось название батист, а во многих странах он стал называться кембриком, от слова камбре, города, в котором была изобретена эта ткань. Значит, англичане называют его до сих пор кембриком. С тех пор эта технология очень сильно распространилась, ткани становились все лучше и лучше. Из них делали, как я вам говорил, самые изысканные наряды. Это было только удел аристократии. Купцы вычисляли, насколько кредитоспособен их визави, их коллега, потому какая батистовая сорочка была на другом купце. Если мы видели, что батист реденький, 4000 нити на метр, это был негодный купец, и сделку с ним заключать не нужно. Если же мы видим, что батист поплотнее, порядка 8000 нитей, то это говорило, что такой купец уверенный, деньги у него имеются. Например, одна из отсылок к батисту у нас вот в произведении Виктора Гюго «Последний день приговоренного к смерти». Цитата. «Один из подручных стащил меня куртку, другой взял мои опущенные руки. Я почувствовал, как вокруг моих запястья обвивается веревка. Тем временем второй снимал с меня галстук. Батистовая сорочка — единственный клочок, уцелевший от того, кем я был прежде, на миг привела его в замешательство». Говорит о том, что человек раньше был аристократом. Кроме того, французский король Людовик IV, когда он оценил возможности батиста, постановил выпускать 10 000 костюмов из батиста для себя и для своих придворных. Настолько ему нравилась эта ткань. А вот эта вот крестильная сорочка одного из Людовиков, в
который маленький окрестили тоже из батиста. Еще один интересный факт. Из батиста делали кальку. Те, кто родился не так давно, знают, что отснимают изображение с помощью ксерокса. Раньше ксероксов не было, раньше была калька. И кальку делали в том числе из тонкого батиста. Накладывая батистовую тонкую ткань белую на рисунок, можно было переснять его контуры. Значит, не тонкая бумага, а тонкий батист. И люди, которые не имели доступа к дорогим тканям, что они делали? Они брали, размачивали чертежную кальку в воде, смывали с нее всякие вещества и получали тончайший белый батист. Такой лайфхак был 100-летней давности. Итак, из чего же батист изготавливают? Значит, как я вам сказал, в первую очередь батист был льняной. Это льняная пряжа из длинного льна, полученная по технологии мокрого прядения, линейная плотность от 16 до 25 текс. Если мы говорим о хлопковом батисте, это только гребенная система прядения, а теперь можно сказать, что и компактная пряжа, только кольцевое прядение и самая тонкая пряжа от 5 до 11 текс. Используется для батиста. Пряжа должна быть самого высокого качества. Сейчас, как я вам говорил, батист делается из смесей, например, хлопок с шелком, шелк со льном, шерсть с шелком, рами, вискоза. Но более распространены все-таки батисты из натуральных волокон. Но сейчас на рынке можно найти и другие. Поговорим сначала о хлопке. Батист из хлопка. Самый лучший хлопок используется для батиста. Самый лучший хлопок — это длинноволокнистый хлопок длиной более 35 мм. Лучшие селекционные сорта, гребенная система прядения. Лучшие селекционные сорта хлопка у нас растут в Перу, Египте, США, Мексике, Индии. Если это Перу, Мексика, то это хлопок сортов Пима, Супима. Sea Island, США, длинноволокнистый хлопок. Сувин Голд, индийский длинноволокнистый хлопок. Ну и индийский хлопок Гиза, который длиной до 40 мм и более. Вот такие виды хлопка используются для батиста. Этот хлопок должен быть, пряжа должна быть идеальная. Здесь я привел на слайде диаграмму масс. Об этом мы как-нибудь тоже поговорим. Но он должен быть очень-очень равномерный. Посмотрите, как выглядит диаграмма масс для равномерного хлопка. Отклонения по массе очень небольшие. Для сравнения рядом диаграмма хлопка похуже, хлопчатобумажной пряжи, где есть различные отклонения по массе в большую и меньшую сторону. Итак, тонкая пряжа идеально ровная. Если же мы говорим о льне, лен тоже должен быть наилучшего качества. А такой лен у нас растет во Франции, в Бельгии, в Италии, в Нидерландах. Посмотрите на фотографию, как идеально выглядит это льняное поле. Стебелек, стебелько, они все одинаковой высоты. Они очень ровные, и, соответственно, льняное волокно получится длинное, тонкое и ровное. Это лен номеров от 13 и до 19. Это, такой у нас не растет. Растет он там. Вот я сказал, в каких странах. Вот так вот выглядят снопы этого длинного льна. Ну, затем его разволокняют, делают пряжу по мокрой системе прядения и делают вот эти тончайшие батисты. Причем льняной батист, раньше была технология освоена, и в Советском Союзе льняные батисты делали. Но потом технология была утеряна, и сейчас практически страны СНГ никто батисты не выпускает. Очень сложная технология. Технология эта была достаточно забыта многие столетия вот после этого Жана Батиста и начала возрождаться только, может быть, последние 100 лет, когда снова обрели популярность вот эти вот тонкие ткани. Посмотрим, как же выглядит батистовая ткань. Это полотняное переплетение, всегда, где линейная плотность основной и уточной пряжи одинаковые, плотность по основе и по утку одинаковая, примерно от 20 до 35 нитей на сантиметр. Ткань должна быть достаточно прочная, не разреженная, но тем не менее
иметь хорошее заполнение, чтобы, видите, у нее была и прочность, и одновременно она должна быть очень легкой за счет того, что применяется очень тонкая пряжа. Поверхностная плотность такой ткани всего от 40 до 100 грамм на квадратный метр. Это очень тонкий текстиль. Соответственно, платье, рубашка будет весить несколько грамм. Это очень комфортный текстиль, особенно для жарких стран, для лета. Просто супер. Посмотрите, вот я привел примеры здесь нескольких тканей. Но это итальянские, французские, бельгийские ткани. Вот здесь у нас поверхностная плотность 60 грамм на метр. Вот батист из рами 100%, плотность 75 грамм. Шелк с хлопком 50 на 50, поверхностная плотность всего 55 грамм на метр. Это очень тонкий и приятный батист. Какими свойствами обладает батистовая ткань? Ну, в первую очередь, это хорошая воздухопроницаемость, потому что ткань легкая, пряжа тонкая, хорошо пропускает воздух, тело дышит. Прекрасно. Летняя одежда. Это легкость одежды и хорошие тактильные ощущения. В основном мы используем натуральное сырье, поэтому ощущения тактильные, но легкость, понятно, я говорил почему. Гипоаллергенность подходит детям такие материалы, потому что они в основном натуральные. Низкая усадка за счет полотняного переплетения и за счет того, что у хлопка длинноволокнистого небольшая усадка, мы, соответственно, получим изделие высокого качества. Высокая формоустойчивость, прочность, тонкая гребенная пряжа, прочная, ткани полотняного переплетения прочная, мы получаем прочные ткани. Для хлопка это низкая сминаемость, высокая гигроскопичность, потому что у хлопка она высокая, порядка где-то 80%. А за счет того, что пряжа тонкая, ткани тонкие, изделия быстро сохнут, легко гладятся. Вот сколько достоинств у этих батистовых тканей. Ну, конечно же, есть и недостатки. Так как ткань достаточно тонкая, то и стирать ее нужно на деликатном режиме. Все равно она будет не вечная, как бы вы за ней не ухаживали. После многократных стирок у нее начнутся раздвижки. Это не такая плотная ткань, как сатин, например. Да? Раздвижки все равно будут. И долговечность не очень высокая, но опять же в зависимости от того, как вы за ним ухаживаете. Ну, некоторые относят к недостаткам простоту. Я не считаю, что это недостаток. Ну, то есть простота внешнего вида. Эта ткань смотрится достаточно просто, на ней нету каких-то изысков. Но по мне это больше является достоинством, чем недостатком. Итак, какие бывают батисты? Основные виды батиста — это отбеленный батист, гладко крашеный батист, набивной батист, мерсеризованный батист, батист с вышивкой и даже есть жаккардовый батист. Начнем с отбеленного, наверное, самый распространенный, потому что он подчеркивает и внешний вид, и качество. Мы хорошо видим структуру ткани. Используется такой отбеленный батист, отбеленный хлопок или отбеленный лен для детского белья, свадебных платьев, рубашек, сорочек, ночных рубашек, постельного белья и так далее. Очень получается комфортный, красивый материал, а самое главное комфортный. Они очень деликатные, очень изящные. Аристократы ж не дураки были, раз носили такую одежду. Посмотрите, как прекрасно выглядят эти изделия из батиста. Батистовое постельное белье, батистовое свадебное платье. Вот о чем я говорил, о простоте, что это не тафта, без какого-то блеска и так далее. Батист с вышивкой — это то, как раз чем занималась кузина Белошвейка. Вышивание узоров на батисте, на скатертях, на свадебных аксессуарах, шторах, тюлях, нижнем белье, платках и так далее. Вот как выглядит батист с красивой вышивкой, с узорами, с кружевами и так далее. Батист гладко крашеный. Гладко крашеный, значит, покрашенный в один цвет. И льняные, и хлопковые батисты красят. Получаются красивые рубашки, получается текстиль для столовых приборов, постельного белья. Посмотрите, какие красивые платья, юбки, брюки получаются из такого гладко крашеного батиста. Батист набивной. Набивной, разноцветный рисунок. Вот у нас здесь рисунок с крыльями бабочек различных. Это батист из шелка. Постельное белье, опять же, различные платья, сарафаны, шторы и так далее.
Видите, посмотрите, как красиво смотрятся эти изделия. Они, кроме комфорта, имеют еще и прекрасный внешний вид. Мой любимый вид батиста – мерсеризованный батист. Про технологию мерсеризации мы с вами обязательно поговорим отдельно. Это обработка ткани слабым щелочным раствором, за счет чего ткань становится прочнее и приобретает блеск. То есть это батист еще с таким красивым блеском при сохранении всех его натуральных качеств. Получаются прекрасные батистовые сорочки, блузки, очень красивое столовое белье. Или вот посмотрите, сорочки из белого мерсеризованного батиста. Жаккардовый батист получается на жаккардовых ткацких станках, где мы можем выткать какие-то красивые узоры, опять же, для платьев, например, для скатертей, для постельного белья, для, видите, платья красивые, жаккардовые и так далее. Спасибо за внимание. Сегодня вы узнали, что такое батист, для чего он используется. До новых встреч!